Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими выпусками со Спартаком Субботой. Он на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спартак, разворачивается этот Миндичгейт, причем разворачивается новыми дозированными подробностями, и понятное дело, вот сейчас очень и очень... Ну вот вчера, например, вечером все с упоением смотрели, кто куда полетел. Сообщения, там, кто с кем будет переговоры Да. вести. Зеленский прибывает в Турции встречает его Умеров. Хотя вот была информация, что он в Майами, в общем-то, встречались тоже с американской стороной по этому поводу. Ключевая топ-новость — это, конечно, встреча Зеленского и Уиткофа. Но это только на первый взгляд. Если посмотреть на все это происходящее со здоровой долей цинизма. Ведь встреча Зеленского и Уиткофа, она, конечно, важна, но по большому счету, да, Ермак, который летит в Лондон, а он же вроде как по чину должен с Уиткофом встречаться, но встречается Зеленский. Напускное, очень много напускного, а суть остается той же. Вот сколько бы визитов ни проводи, но получается, речь идет о том, что власть варьё, и с властью с этой нужно что-то предпринимать. Причем очень интересно, это ведь тоже ловушка такая своеобразная, психологическая. Нам показывают о том, что, ну, вот как встречается Зеленский, все его как бы легитимизируют, поддерживают. Макрон подписал несуществующее оружие за несуществующие деньги, там, греки. То есть вот это все. Испанский стыд, понимаете, был у Зеленского непосредственно на этом на форуме вооружений, где его водили, показывали там какую-то технику. Но ведь, по сути, это же перекладывание ответственности за это воровство вот на этих, как говорится, товарищей, которых посещает Зеленский. И вот сегодня, собственно, Турция говорит, давайте возобновлять переговоры. С кем? С варьем? Есть такой эффект, называется ложная тенденциозность. Когда, знаете, человека уже разоблачили, то есть уже понятно, что не будет ничего хорошего, но они продолжают по инерции действовать так, как действовали раньше. При этом хочу обратить тоже еще внимание зрителей, ваше внимание, ну вы, я думаю, заметили, что очень много претензий появляется к Зеленскому в связи с наличием рядом с Зеленским Ермака. И вот когда он встречается, он давно он там не летел, сейчас где он бы не встречался, в том числе во Франции, и если рядом с ним еще стоять по ряду причин, может, какие-то там романтические связи с Макроном или еще что-то его подталкивает, продолжать общаться с Зеленским, но наличие рядом его, назовем их соратники, наличие рядом соратников возмущает представителей власти других государств. Они об этом говорят и стараются долго не находиться рядом. Вот какое-то подписание бумажек было во Франции, после этого они постарались быстро уйти. То есть они стараются как сформировать такой пузырь информационный, в котором Зеленский еще не зашкварный. Вот он же едет. Зачем он вообще ездит? Я зрителям объясню. Он ездит для того, чтобы сказать, смотрите, со мной дружат. Вот, смотрите, со мной общаются, я рукопожатый. Хотя на самом деле с ним общаются те, кто уже давным-давно потерял статус, те, кто Макрон дышит на ладан, уже давно Греция, ну, государством европейским, она считается, так сказать, поскольку у него были проблемы еще 8 лет назад, вопросы с кредитами, невозможность, то есть нецелесообразность дотаций по отношению к Греции всегда вызывала вопросы. И в Евросоюзе тоже возмущались. Проблема только в том, что раньше спрашивали людей в Евросоюзе, участников Евросоюза, а сейчас, когда хотят увеличить количество налогов, потраченных на Украину, которая приносит пользы чуть меньше, чем нисколько для Европы, в отличие от той же Греции, которая тоже не особо полезна, то вопросов не возникает. И на фоне этого стараются оградить себя от ближайшего круга Зеленского, а с самим Зеленским общаются только те, кто и так уже не значим, уже ничего не значит. Вы обратили внимание там на Виткофа, и изначальная встреча Виткофа с Ермаком отменилась. Почему? Потому что, как говорится в песне «Не по масти я тебе», он уже не является игроком, то есть его уже списали. Основной задачей сейчас является поддержание
ложного статуса Зеленского. Для чего это делается? Это вот это вот как раз гениальный психологический ход. Они дают Зеленскому шанс оставаться на плаву и быть рукопожатым, то есть контактным с Америкой, для того, чтобы впоследствии он пошел на сделку. Они оставляют ему окошко идти на сделку, потому что с Ермаком уже говорить не о чем. Это вчерашний день. В нем смысла для Америки нет никакого. Они его уже списали. Умеров, как гражданин США, еще может быть полезен. Нужно обратить внимание, что возвращаться он никуда и не хочет. Хотя на самом деле я подозреваю, что вернется, но возвращаться он не хочет. Ну так сегодня опубликовали замечательные пленки с участием Умерова, где Миндич его укатывает, причем так, с матючком, ну, видно, что знакомому человеку он звонит, он несколько раз встречался, говорит, бронежилеты, говорит, большие деньги, тебе ничего не стоит, подними трубку, позвони, и контракт, в конце концов, в подозрении Миндичу, эти материалы уже опубликованы, есть, и контракт подписан, хотя сам Умеров заявлял там буквально несколько дней назад, когда только об этом шла речь, что ничего не было подписано. Да-да-да, что отказал. И он как бы понимает, ну, как мы говорили, это только 1 или 2% опубликовано из того, что было. Давайте подождем дальше. Я вообще сейчас, знаете, у меня как бы жизнь обретает с каждым днем все больше смысла просыпаться есть. Смотришь, так интересно вообще. Я там, знаете, рутинные дела, я их делаю рутинно. А вот что важно, смотрю новости. Это очень полезно. Это интересно смотреть на это. Это целый эксперимент психологический. Знаете, как этот стэнфордский эксперимент, когда студентам дали власть, а потом начали постепенно отнимать и делить их. Ну, типа, кто-то будет... Вот я об этом хотел с вами поговорить сейчас, потому что дальше там мы проанализируем эти все вещи. Смотрите, но ведь мы же сталкиваемся с, ну, такой ношей диктатора, стилем управления диктатора, единоличием мы сталкиваемся. Сейчас вот эти все крики там отдельных депутатов, каких-то лидеров мнений, что Зеленский не виноват, он ничего не знал, они все выглядят смешно ровно потому, что в этой ситуации мы вот берем, смотрите, вот если масштабировать, да, команда из 5-6 менеджеров оказалась именно благодаря Зеленскому. Именно из-за Зеленского, именно потому, что у него такой подход, потому что вокруг него не выживают люди с командными какими-то, ну, давайте так, чертами, да, какими-то функциями. Он думает, что он играет в КВН, что это условно роли, которые он распределил. Вот ты какой? Ты там большой и толстый, а ты худой и смешной, а ты косой, а ты с бородкой. И он под эти роли подгоняет определенным образом вот эти сценические КВНовские номера, которые выписывает группа сценаристов и их воплощают в жизнь. Я когда задумался об этом, я примерно вот понял, почему... Я просто смотрел КВН в детстве и помню вот этих всех как бы участников команд, они у каждого свой стиль, у каждой команды, у каждого подхода, у каждого юмор. Понятно, что есть общая, например, рамка редактуры, но они же чем-то отличаются и даже внутри по взаимодействию. И вот поэтому чемпионами КВН «Квартал 95» не стал. Именно поэтому, что вот есть эта червоточинка, и это непосредственно и сам Зеленский не выживают вокруг него, не получается. Это его принципиальная ошибка в подходах к формированию команды и, внимание, не просто команды КВН, а структуры управления государством. Поэтому мы видим, что там депутаты уехали, а нет, не уехали, а кто-то поехал, а кто-то скрывается, а кто-то бежит, а кто-то, понимаете? Ну нельзя сказать, что вышел член или там участник команды КВН Зеленского, где капитан Зеленский, и сказал эту шутку, ну вот от себя. Вряд ли. То есть, когда номер прописан. Скажите, мы получились заложники уже не режима, а заложники конкретно одной персоны. Смотрите, мы заложники какого-то идиота, получается, потому что человек не способен даже выстроить вертикаль власти, имея у него абсолютная власть над этой вертикалью.
Но вместо того, он даже, понимаете, вот вы говорите, там, ну, как в КВН. В КВН хоть роли есть, а здесь он даже роль полностью никому не хочет дать. Тоже хочу обратить внимание. Как только у Ермака увеличилась поддержка со стороны народа, был такой период, был в прошлом, ну, в начале этого года, был период, когда на Ермака и в конце прошлого больше возлагали надежд, как бы говорили о том, что вот это сильный лидер, хорошо, что его Зеленский взял. Ревность Зеленского, он же на самом деле маленький, обиженный, хорошо, что еще мальчик, потому что он чувствует, когда у него из рук утекает власть. Хотя на самом деле идеальным вариантом для него было бы это распределение позиций таким образом, чтобы большая часть ответственности лежала на его окружении. Но теперь не получится. Почему? Потому что уже все понимают, уже Нью-Йорк Таймс, уже политиков, все уже даже те, кто зашкварные, уже купленные, все уже вынуждены публиковать откровенные намеки на то, что все окружение, как же не пишут, так вот тоже надо это знать, все окружение Зеленского. То есть никто не говорит, что во власти страны, никто не говорит о том, что основные ключевые персоны страны говорят во власти Зеленского, все в окружении Зеленского. И он просто отнял возможность, сам у себя отнял возможность сделать бэкап. То есть он никуда уже не может уйти. У него нет альтернативы. И это всегда сказывается плохо на людях, которые хотят узурпировать максимум власти. Но распредели ты ее, дай ответственность равную, чтобы впоследствии ни одного тебя кончали. Но дело в том, что как делает НАБУ, они просто гениальны. Они сначала дают возможность каждому из участников пооправдываться. Вот они выложили кусочек, там где-то что-то про бронежилеты. Умеров, я этого не делал. Вот как только он заявил, что он этого не делал, они выкладывают, говорят, что следи за руками, делал. Зеленский пока отмалчивается. Мы будем дальше бороться с коррупцией. Чистый клоун. То есть мы будем бороться с коррупцией. Это смешно даже звучит. То есть это не воспринимается серьезно. И вот что интересно. Вот каждый следующий раз, пока что Зеленский, в принципе, выбирает правильную стратегию, ничего не говорит, потому что как только он что-то скажет, в ответ на это выйдут какие-то аудиозаписи. Только что-то говорит. Свериденко там решила что-то сказать, она хотела что-то сказать. Я знаю даже... она хотела дать интервью, я знаю человека, который хотел взять это интервью. Это такая довольно одиозная личность в Украине, но она хотела дать интервью, и только она хотела дать интервью, НАБУ подготовили дела. И в этот же момент она такая, наверное, надо глянуть, что там за границей. И надо принимать какое-то решение. То есть только они начинают что-то делать, их же всех слушаются, всем смотрят. Только они принимают решение как-то оправдываться, спасаться, у них отнимают, выбивают опору из-под ног. И это прекрасно. Почему? Потому что это вгоняет в самое прекрасное ощущение, которое мы все хотим, чтобы Зеленский испытал. Ужас. В чем разница между страхом и ужасом? Страх лечится таблетками. Ужас ничем не лечится. Это ощущение надвигающегося, неостановимого конца. Причем нет вариантов хорошего конца для него. Даже если он сейчас начнет резко давать заднюю, есть огромное количество людей, в том числе среди военных, которые просто так это не забудут. Это же не Зеленский совершает убийство каких-то агентов за границей. Не Зеленский занимается непосредственно поиском в рамках спецоперации. Зеленский просто дает команду. Делают это самоотверженные специалисты и очень высокого уровня профессионалы, которые ему никогда ничего не забудут, потому что очень многое было потеряно, исходя из доверия ему. А теперь самое интересное, мы можем посмотреть, как сама фракция к нему начинает относиться. Сейчас они потеряли, сколько там надо им потерять? 4? 5 человек, чтобы монобольшинство потерять. По-моему, 4 или 5 человек. И они их потеряют. И это будет неизбежно, и это значит, что это просто начало конца. С психологической точки зрения, если мы смотрим на теорию масс, связанную с тенденциозностью, как я уже говорил, то индоктринация всегда рушится, вот это построение такой тоталитарных взглядов, всегда рушится тогда, когда лидер не может отстоять позицию своего окружения. Даже Каддафи способен был защитить свое окружение. Никто из окружения Каддафи не пострадал. Пострадал кто? Каддафи. Это формирует уровень доверия. Все знают, что Зеленский крыса, которая сдает абсолютно всех, даже тех, кто не имеет никакого к нему отношения.
Вы знаете, О, в продолжение этих слов, ну, мы так да, делаем такие разборы определенные, опираясь на такие знаковые моменты. Я считаю знаковым выступление в парламенте вчера, когда не получилось уволить министров, фигурирующих, занимающих должности, не экс, а занимающих должности. Ну, в общем, будут пытаться со второй попытки это сделать. Там Порошенко блокировал трибуну, но это, конечно, отдельная история, как он спрашивал у чата GPT, кто такой Али Баба. Знаете, у нас такое ощущение складывается, что многим нужно повспоминать многое. Многим многое повспоминать из литературы, из сказок, из каких-то, не знаю, какого-то прошлого, да, мультфильмов, кто-то в виде фильмов смотрел, кто-то в виде мультфильмов. И вот это вот, как бы вот это нагромождение всего, так наивно, например, Чернышов отмахивался, я не Че Гевара, я Чернышов, ну вот эти все вещи. А ведь по большому-то счету там понятная логика. Ермак же Алла Борисовна почему? Потому что АБ, ну там, АБ почему? Али Баба. Ну, в общем, как бы логику все понимают, ниточки все, они же сами себя так называют. Это отдельный подтекст вот этой преступной группировки, которая пилила бабло. Они как бы вот, они этим кичатся, они в этом купаются, они этим занимаются. Но примечательно, я очень хотел бы, чтобы вы прокомментировали Разумкова. Человека, который с первых дней «Слуги народа», известный в Украине до того, как был спикером, там, политиком, сейчас в парламенте, в оппозиции, он чем известен? Он политтехнолог, он политолог. Это как раз-таки специалист, который поднимал программно «Слугу народа», Зеленского персонально, и это человек очень близко находящихся, ну, повар политической кухни вот того 19-го года. Вот он выходит вчера на трибуну. Ну що, колеги, хоч один Карлсон має бути в цій залі? Ну, хоч один. Давайте хоч цей посидить. Тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу. Інший полетів в Туреччину на літаку-самольоті, ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Ну, країна ж заслуговує на Карлсоні, хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Їх точно треба звільнити, щоб не платити їм зарплату. Але в мене до вас запитання. Ви себе поважаєте, ви поважаєте людей, яких вони крали? Вот это вот я хотел бы, это рэперная точка. Вы, он к депутатам обращается, вы себя уважаете, вы уважаете людей, у которых вы украли. Ну а дальше как бы череда политических вопросов, тоже интересно. Тоже там Малыш, Карлсон и тоже в конце Али Баба. Давайте послушаем. І продовжують красти. Ні. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд? Себе? Ні. Тому що ви зараз натиснете зелену і треба натиснути і звільнити. Але треба, щоб вони сюди прийшли, відповіли на запитання людей. Ви перетворили державу на пропеллер, понімаєте? Оце все те, що відбувається. Вони вам показали цей пропеллер і полетіли з держави. І сьогодні ніхто не несе за це відповідальність. Скажіть мені, будь ласка, що це за держава, в якій чиновники з Офісу Президента розповідають про те, що корупція – це невід'ємна складова економіки країни? Ви нормально себе почуваєте? Може, треба вигнати к чортовій матері в цей офіс і цей уряд? Тому що знову ляже на вас, як лягло влітку цього року. Коли прийшли і сказали, це депутати звільняли і зменшували повноваження НАБУ і САП. Може, скажете, хто вам казав це робити? Може, покажете пальцем, хто давав команду? Може, вже дочекаємось від керівництва Офісу Зеленського, коли вони скажуть, Алі Бабі вивести нафіг цих 40 розбійників? Може, ми дочекаємось таких часів? Може, Україна колись зміниться? Ну, это риторические приемы. Может быть, мы дождемся, когда Али Бабе вывести разбойников. Спартак. Смотрите, государство превратили в пропеллер. Это прям очень сильно, риторически. Это прям интересно. А так это по большому счету и есть. То есть гоняют ветер, да? А сами, собственно, рубят бабло. Но тут другой же момент. Он вспоминает очень интересную подноготную. Когда Зеленский пытался ликвидировать, ограничить, урезать НАБУ и САП, а потом сказал, так это вы, депутаты. И он говорит, ну, ребята, ну вы себя уважаете? Ну, вот вы же это же летом провернули, это вы сами опозорились. Я хочу вот то, с чего начал и почему я, собственно, это демонстрирую. Понятно, что Разумков там, он борется за власть, это политическая борьба, но тут же очень важен психологический момент. Человек был спикером
вторым в этом государстве. Человек был у истоков команды. Человек обиженный и человек из обоймы выброшенный Зеленским. Прокомментируйте его послание с куклой Карлсона. Хочу начать с того, что для многих должно быть это важным, что Разумков технократ. Это очень умный человек и из достаточно умной семьи, там не глупые люди сидят. И момент с пропеллером, это вот такая называется как философская дихотомия. Он разделяет Карлсон и пропеллер. То есть, на самом деле, очень красиво, он использовал эту метафору красиво, но у меня есть несколько замечаний, которые немножко Разумкова должны вернуть к реальности. Значит, он разделил Карлсона, человека, который является управляющим, и пропеллер. Пропеллер — это участники этого всего балета. То есть они, собственно говоря, позволяют Карлсону летать. То есть он демонстрирует, что есть люди, которые позволяют летать под пропеллером, подразумевает власть косвенную, и под Карлсоном, и, собственно говоря, всеми остальными приближенными подразумевает, собственно говоря, Зеленского и остальных участников. А теперь важный момент, на что я бы хотел обратить внимание. В конце он говорит такую вещь. Может, вы скажете, кто вам давал указания? Может, вы скажете, кто заставлял вас голосовать? А вот у меня возникает вопрос. Когда я смотрел, сколько людей проголосовали за закон ликвидации статуса НАБУ, там получилось 100% голос. Вот все проголосовали. Вопрос, голосовал ли Разумков? Что это за подход такой? Может, вы скажете, кто вам говорил? Он игнорирует свой статус участника. Это очень удобно сейчас, учитывая то, что все сфокусировались на том, чтобы топить основного персонажа. Он игнорирует статус своего участника. В целом, это очень умный ход, но, как я сказал, Разумков мужчина не глупый, он понимает, как это делать. И вы сейчас будете тоже замечать, что все будут удивляться и говорить: боже, как же так было, что-то это ж... А мы же поверили, мы же думали, что все будет нормально, оказывается, так плохо. Теперь, получается, не виноват никто, кроме непосредственно самого Зеленского, но для того, чтобы у Зеленского была возможность протянуть этот закон, необходимо, чтобы кто-то нажал эту чертову кнопку. И у меня возникает вопрос, кто эти кнопки жал? То есть, если мы хотим сказать, что это жала только фракция «Слуги народа», хорошо, даже если так, но большее количество людей из «Слуги народа» просто не приходили на заседания, это не работало так. И сейчас очень удобно быть оппозиционером. Раньше все, что касалось оппозиции, не касалось важных вопросов. Почему Разумков никогда не защищал право людей на русский язык? Почему Разумков никогда не защищал право людей на выезд из страны? Почему Разумков все, о чем говорил только о войне? Потому что в тот момент это было удобно, нельзя было говорить. Потому правильно было бы Разумкову говорить так. Может, мы скажем, кто нам постоянно говорил, что нужно делать? Может, мы скажем, кто постоянно давлел над нами и принимал за нас решения? И вот такая коллективная ответственность, она как раз бы наоборот протолкнула дальше возможность вещать о том, что наконец-то нужно власть вернуть в руки специалистов, в том числе технократов, тех людей, которые знают, как это делать. А я знаю, что Разумков знает, как это делать. Очень там на самом деле форменный гений сидит, но просто нужно тогда принимать ответственность коллективно. Вы же не импотенты, за которых голосовали. Вы принимали эти решения, и почему-то 100% на тот момент, сколько один человек удержался, их потом сняли, 100% проголосовали за этот закон. Потому давайте будем уже честны, сам по себе Разумков как политик прекрасный, он очень хороший спикер, он сильный вещатель, но применяет достаточно примитивные методы манипуляции. Смещение фокуса внимания на источник проблемы, а не на источник поддержания существования проблемы. И, что немаловажно, игнорирование факта того, что он является участником всей этой истории. И когда он говорит, может нужно, вот это тоже классно, может нужно снять эту всю власть. То есть я обожаю это. Эту всю власть. То есть, может снять это. И так ты же участник, причем ты не последний там человек. Бесфракционные имеют немаленький вес в этих вопросах. Смотрите, если посмотреть, это вот этот вот законопроект 31 июля он был проголосован. Значит, всего проголосовало тогда
331 человек, никто не был против, никто не воздержался, ну, отсутствовали 9 человек. Разумков проголосовал за. Что комментировать? Возникает вопрос. Это очень удобно. И теперь сейчас каждый начинает отделять себя, себя сепарировать, символически сепарировать себя от этой проблемы. Еще раз, вот вам Александр Шелест четко сказал. Все проголосовали. Все, какие вопросы. Ни в коем случае не даем себя политикам в очередной раз обманывать. Мы не даем возможность им отсидеться, сказать, что они не имеют к этому отношения. Имеют прямое. Прямое. Точно так же, как мы почему-то понимаем, что когда прилетает какая-то ракета, мы понимаем, что виноват и тот, кто дал приказ, и тот, кто кнопки жал. Всегда виноваты вся цепочка, вся ланка. Смотрите, Держимся сейчас в уме. очень... да, пожалуйста. Да, я закончу. Я просто, смотрите, я к чему? Я хочу вот продолжение этой истории. Это все в политические фортели и финты, потому что все учуяли кровь Ермака. Вы об этом говорили выше. Учуяли даже те, кто, фактически ручные собачки режима и оправдывали все. Вот есть такой представитель, с этого все началось. На самом деле люди, которые грамотные, вот власть Зеленского, она изначально себя повела как слон в посудной лавке с законодательством, когда распустили парламент, и представлял тогда в Конституционном суде. Сейчас глава Конституционного суда под санкциями, травили его, в общем, выехал. Ужас. Это был Венеславский, который сейчас выходит и говорит: я не верю, что президент вообще участвовал и знал. Но Ермака надо убрать. Давайте послушаем фрагмент интервью его на Радіо Свобода. Я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що дійсно відставка пана Єрмака в даному випадку точно збила би оцей певний такий ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента, тобто це був президент, це був спільний якийсь там схвалення, я не можу зараз сказати, тому що в мене немає такої інформації, але дійсно серед слуг багато сьогодні були розмови про те, що пан Єрмак має піти, але рішення про призначення голови офісу – це рішення президента, яке він рішення ухвалить. Почекаємо, коли він повернеться і озвучить своє рішення. Смотрите, это потрясающе. Значит, надо убрать Ермака, чтобы, в общем, страна не разваливалась, чтобы снять вопросы к министрам. И тут же он... ажиотаж вокруг правительства. То есть он не говорит о том, чтобы наладить процессы. Он не говорит вообще... То есть он просто хочет немножко, чтобы кинуть кость, да закройте вы уже рот. Да, знаете, то есть Ермака, на него все списать. Почему? Потому что... И тут же он говорит, противоречие прямое. Так это же принималось решение... мы же помним, да, когда вот эти все люди, этот человек Ермака. Короче, Ермак укрепился. Это же вместе с Ермаком их и назначали. Ну, а по поводу того, кто будет, собственно, он говорит, президент решит, он вернется, он все. И вообще сейчас вот эта история. Президент вернется, президент вот это, я знаю, что слуги там против Ермака. К чести собеседницы Венеславского, журналистки, она... зацепилась за очень важное. Так, подождите, а сколько вас? Але ви, чи правильно я зрозуміла, ви в числі тих депутатів від «Слуги народу», які вважають, що Андрій Єрмак має піти? Так. Це смілива заява. Багато вас там таких? Не знаю, подивимось. Ви ж між собою спілкуєтесь, чи ні? 5, Немало. 10, може половина, 150? Я думаю, що достатньо багато. Зараз я не можу сказати, знаєте, як це ж умовно, оскільки я ж не спілкувався з усіма 200-300 наших колег. Я спілкувався там з тими, з ким ми спілкуємося, з ким так позиція саме така. Чому ви вважаєте, що було б добре? Просто вважаєте, тому що Єрмак набрав багато на себе негативного шлейфу? Чи, можливо, роль зіграв той факт, що вчора ваш колега по парламенту Ярослав Железняк заявив про те, що за його даними на плівках фігурує такий собі Алі Баба, і цей Алі Баба і є Андрієм Єрмаком, який також проводив наради і роздавав вказівки різним правоохоронним органам щодо атаки на САП і НАБУ? Я скажу, що це стало точно тригером, тому що всі зрозуміли, що якщо дійсно те, що записано на плівках, відповідає дійсності, то це треба вирішувати негайно. Угу. Вот так, смотрите. То есть в чем... Вообще, конечно, я вот этот момент, это исключительно для того, чтобы, наверное, выбить из равновесия вот эти вопросы «сколько» я вообще не люблю, применять. Сколько вас таких, сколько этих депутатов? Понятно, что он не ответит.
Ну, понятно. И говорит, он всех не назовет, он не назовет фамилии, он не назовет ничего. Это так, это такой интертеймент, знаете, такой. Ну, людям, типа, сколько же его, какой ты смелый, сколько вас таких? Но вторая вот финальная штука, это вот такой интересный заход в том плане, что, ребята, так а чё-то вы так против Ермака? Это вы потому, что он алибабой стал на пленках? Да, говорит, это надо немедленно решать. Он против, он за отставку Ермака. Как вы видите вот эту ситуацию? Потому что вот конкретно Алибаба отставка. Многие, и я встречаю эти мнения и по соцсетям, и многие даже, некоторые эксперты так говорят, ребята, это все бутафория и цирк, и Венеславский исполняет заказ. Несмотря на то, что многие так хотят крови Ермака, это, по сути, агнец, которого принесут в жертву для очищения другого участника. Всегда, вот вы в одном из эфиров, я смотрел, по-моему, вчера или позавчера, вы задавали очень хороший такой вопрос. Он говорит, хорошо, а кто ставил Ермака? Кто ставил вот этого человека? Кто? То есть нужно либо принять как факт, что Зеленский абсолютно некомпетентный, ну, то есть что он именно просто имеет серьезный какой-то диагноз интеллектуального характера, то есть у него какие-то расстройства памяти, проблемы, или что он не способен дать оценку этому. И вот просто ставит рандомных людей, а они потом берут и подводят. Понимаете? То есть вот, либо принять это как факт, что невозможно, потому что они лишают его умысла. Они отнимают у Зеленского субъектность и наделяют его объектностью. Он заложник ситуации. И Венеславский, естественно, будет это делать. Почему? Потому что он хочет удержаться на плаву. Без этого, ну, у него как будто бы вариантов для того, чтобы демонстрировать людям хоть какой-то статус президента, отнимаются. И то, что постоянно он говорит, вот президент будем решать и так далее, это легитимизирует его. Это дает ему статус, говорит о том, что он не зашквар, он нормальный, с ним все в порядке, он не имеет никакого к этому отношения. Меня знаете, что поражает? Блогеры сейчас тоже вот украинские, которые, ну, буквально тявкают, и вот они ж не имеют своей нормальной позиции, вот они тявкают на Ермака. Вы не хотите ничего сказать? Ну, там, например, кто Ермака привел к власти? Почему никто из них не открывает рот на Зеленского? Не-не, вы не хотите сказать, от кого вы получали методички, ЦУ, деньги через Подоляка? Опять-таки, все же говорят, Подоляк. Так Подоляк это, ну, советник офиса. Советник, то же самое, да. Это же не то, что обои-ребой, это одно целое. И они вот это вот поддерживают власть, работают на власть, или там не нападают на власть, или боятся власти. А сейчас такие, смотрите, как смелые все стали. Да, говорит, Алибаба, на выход. Знаете, есть такой телеграм-канал. Мне об этом телеграм-канале рассказал очень близкий друг еще со времен Лиги смеха, со времен Квартала, когда там участвовал Зеленский. Это его близкий друг, и он мне рассказал, мы с ним в неплохих отношениях, он часть информации мне какой-то дает. И вот он мне рассказал про интересный телеграм-канал. В этом телеграм-канале, значит, находятся все блогеры, находится Ермак, внимание, даже находится Зеленский, не находится, правда, Подоляк, ему там делать нечего, но там даются прямые указания, и он тоже находится, кстати, в этом канале, мой товарищ, он делал скриншоты, прямые указания, кого нужно конкретно, реально, на полном серьезе мочить. Там, чтобы вы понимали, вот этих 2 года назад прям давались прямые указания, как необходимо, что необходимо про меня писать, как, давали им ссылки, правильную информацию. Алексей Арестович там тоже очень часто мелькал. Там мелькал, даже не поверите, Потап. И даже Монатик, который к этому не имел никакого отношения. И вот только начали пинать, он, конечно, сцикливо сразу же быстренько вернулся в Украину, потому что, во-первых, в Лондоне быстро заканчиваются деньги, а во-вторых, там, ну, как бы у него не было альтернативы, он сразу же вернулся в Украину, чтобы хоть какой-то статус заиметь, вернуть себе хоть что-то, что осталось. Потому что и так на власти у человека нету никакой, так там еще и семья такая, что лишает его возможности принимать решения. То есть все вот выстроено таким образом, но всегда Ермак ретранслировал слова Зеленского. В некоторых ситуациях, когда Ермак ничего не говорил, писал Зеленский. Интересно, получится ли у меня достать полную информацию из этого канала. Если получится, я вам потом это все передам. Будет желание, сможете это продемонстрировать своим зрителям. Но там очень много интересной информации, которая на самом деле показывает,
что Ермак к этому имеет отношение косвенное. Он там, вот конкретно в вопросах медиаформата, он просто тупо шестерка. Потому что его это интересовало меньше. Ермак больше был сакцентирован на безопасности. Они хотели себя обезопасить и финансово, и так далее. То есть Ермак, видимо, как мозг Зеленского, понимал, чем это может закончиться. То есть он понимал, что это все идет к концу. Нужно было создать хоть какой-то, как я говорю, бэкап-план. А Зеленский об этом не думал, потому что затмила сознание вот эта власть, полное отсутствие критики по отношению к происходящему. Но теперь мы видим, и мне очень хочется посмотреть, как дальше будет оправдываться каждый из участников, против которого потом НАБУ будет выкладывать новое аудио. И избежать этого будет невозможно. Хотели отмолчаться, но молчание Зеленского со временем превратится не в его защиту, а в оружие против него. Потому что как-то так выходит, что абсолютно каждый участник на этих пленках, вот как-то он касается Зеленского, но про него ничего как бы не говорит. И когда потом все выстроится таким образом, что будет ясно, кто главный персонаж, вот это будет, конечно, весело. Интересно, куда он будет деваться. Он выйдет с какой-то речью и скажет, мы будем дальше бороться с НАБУ, то есть с коррупцией. То есть будет ли он что-то такое говорить или нет? Посмотрим. Вообще, конечно, они устроили шоу знатное, но, смотрите, мне почему-то кажется, что это все равно... Они пытаются управлять хаосом, пытаются обыгрывать какие-то вещи, но реально пожар. Ермак публикует. Приехал в Турцию в составе делегации во главе с президентом Зеленским. Все встречи, которые запланированы в рабочем графике, в общем, нормально все. Значит, постоянно на связи с американцами, представителями Трампа, а именно с Виткофом конкретно тоже. То есть все хорошо. Значит, вместе с американцами работаем над остановкой российской агрессии против Украины и достижением справедливого и прочного мира. Слава Украине! Все как бы... Сейчас какой основной акцент идет? После этой публикации о том, что написал Ермак, все как бы поняли, вот, это вот этих оппозиционеров развели, это вот депутатов развели, это вот этих всех противников, это вот классная разводка, как мастерский ход, там, слили, что поедет в Лондон, там, короче. А я вот в этом посте и в этом метании вижу только отчаяние. И оно там имеется, потому что, я бы даже сказал, там не просто отчаяние. Отчаяние у них было тогда, когда начали выкладывать пленки, когда они Магомед Расулова взяли. Вот это было отчаяние. Сейчас, Александр, это уже называется агония. Вот когда человек умирает и, хватая губами вот воздух, пытаясь все-таки заглотнуть, как-то там пытается что-то он вспоминает все свои ошибки и проколы, где он допустил. А ведь на самом деле... Я считаю, что если бы они делали правильно, они бы могли годами воровать, могли бы годами оставаться у власти, и все были бы довольны, и люди были бы довольны, и они были бы довольны. Вот поистине неспособность удержаться там, где ты есть. Потому проблема не деньги заработать, проблема их потом сохранить и удержать, и не сесть в тюрьму. И я подозреваю, что сесть в тюрьму будет еще один из неплохих вариантов для некоторых участников. Потому что спастись даст США далеко не всем. Не у всех есть гражданство США. Это первое. Второе. Не у всех есть поверенные в Федеральном бюро, которое занимается этими вопросами. То есть не все являются значимым источником. Знаете, вот с кем готовы вообще идти на сделку? Вот есть мафия, допустим, да, и с кем готовы идти на сделку? Но никто не готов идти с доном мафии на сделку. Все готовы идти на сделку со всеми, кто приближен к дону мафии. Для чего? Для того, чтобы поймать дона мафии. Потому что нет никакого смысла идти с Зеленским на сделку. Никому, абсолютно, потому что он закончился. Более того, несмотря на абсурдность принятых им решений, свою ситуацию он сейчас уже не ухудшает, потому что ухудшить ее некуда. То есть, если выяснится, знаете, единственное, чем он может сбить оскомину и как-то переключить внимание, если выяснится, что он там занимался совращением малолетних, там, я не знаю, избил бабушку, но это могло бы его, кстати, спасти как-то. То есть, знаете, люди бы перекинулись на это. Нет, так эти приемы мы частично видим.
Там же как Алибаба, а Безуглая, которая якобы от него тоже отказалась, говорит, в отставку Ермака, говорит, Алла Борисовна, это же точно там намекая на, ну, что у него нет ни семьи, ни детей, и сам он, ну, скажем так, Странно. каких он взглядов и какой ориентации тоже, как бы, да, в общем, в тусовке ходят слухи. Тут вопрос в другом. Опять тоже воздушная тревога. Сегодня тоже порошенковцы блокируют трибуну, говорит, сделайте Порошенко премьером. Пытаются что-то сыграть. Но в этом, ну вот именно политически, но в этом всем, мне кажется, мы забываем о людях. Ну, там, о людях. Я хотел бы с вами обсудить то, что по-настоящему вот сейчас отодвинуто на второй план, но постоянно сопровождает и является самым большим ударом по Зеленскому, по власти, по режиму, по положению дел в стране. Это бусификация, это мобилизация. То есть я даже не хочу фронт сейчас упоминать и обсуждать, потому что там идет продвижение, очень тяжело. Все видят, что, собственно, вокруг танцуют, и, судя по всему, Витков. Ну, такое есть мнение, я не знаю, насколько оно точное, что придется провести все-таки этот обмен земель. Но я когда-то говорил в своих эфирах и в стримах, и с гостями, что его будут проводить через кровь. То есть его... Ну как, не будет прямой подписи. Хорошо, Путин, вот тебе Донецкая область, давай, типа, останавливаться. А это все будет через кровь солдата, который вынужденно будет отступать, вынужденно будет терять жизни, а как бы потихоньку, или в том темпе, в котором решат, или захочет Путин, например, потому что там же другая сторона тоже, да, будут забирать то, что вот в этом предначертано плане Витков, о чем говорили с августа еще, а потом раз немножко отодвинули в сторону, и сейчас, видимо, в Турции об этом будут говорить. Людей гонят на убой за то, чтобы хорошее лицо иметь при вот этих там, то ли территориальных, то ли каких-то фундаментальных уступках, чтобы привести к миру. То, что требуют американцы. Ведь этот ключ, это все нависает над ситуацией. Так вот, мобилизация. Я хочу финансовую сторону вопроса поднять сначала. Финансовую. Значит, нам свободовец, депутат там был, они, кстати, штурмовики, они не то, что там какие-то модные, там какие-то дроноводы или кто-то еще. То есть, смотрите, можно не любить свободу, идеологию, национализм, там где-то граничащий с нацизмом, по-разному, да, можно относиться к направлению, но они воюют, у них штурмовая, они штурмовики. То есть они прям на фронте, все, вот я свободовец, и вот его включают, и он говорит, я что-то как-то немножко устал, говорит, я чувствую себя нищим, жебраком по-українськи. Мені раніше було складно до цих скандалів, тому що я доброволець і завжди вважав захист України почесною місією. А частково я перетворююся на жебрака і дістаю спочатку знайомих бізнесменів, потім з тим, з ким довелось життя звели і так далі, бо доводиться постійно просити, інколи і жебрати. Значит, иногда приходится даже вот с протянутой рукой ко всем идти. Иногда с протянутой рукой. То есть вот я доброволец, я воюю, я за страну, а мне вот надо ходить попрошайничать. И это на фоне вот этих денег, которые крадут, которые отмывают. Мне до этих скандалов было тяжело, а сейчас после этих скандалов вообще нелегко. Патриоту, который вот за Украину, то есть четко в повестке. Понимаете? И в этом, наверное, кроется вот этот элемент предательства, потому что этих патриотов, вот эти зеленые, использовали, слили через фронт. Других патриотов или там каких-то еще там обезжирили, у кого-то украли, кого-то подставили, гражданских нагнули, пункт незламности сделали, света нет по 10 часов. Вот в этом предательство этой ситуации. А мы это упускаем. Всем же так интересно про Алибабу. И интересно еще то, что... Я объясню, почему интересно про Алибабу. В этом есть логика для нашей психики. Но интересно, из того, что он сказал, я вот больше услышал такую фразу, она мне запомнилась. Я всегда считал защиту Украины почестной миссией. Я всегда считал, что это типа достойная миссия. И в его словах я сейчас уже слышу сомнения.
Это свободовцы одни из самых сильных патриотов. Да, вот вы правильно сказали, они могут быть как и угодно, но упоротые патриоты, националисты, граничащие с нацизмом, фашизмом, что угодно, символика и так далее, но они искренне заинтересованы были. И они это показывали действиями. Ну, то есть они прям брали и воевали, принимали какие-то решения. И когда вот такой оплот национализма говорит о том, что я всегда считал защиту Украины вот, значимой миссией, он не говорит, я считаю, что защищать Украину – это значимая миссия, потому нам должны помогать. Формулировки играют роль. И если мы думаем, что они по-прежнему так считают, нет. Теперь я думаю, что у них немножко другой взгляд. У них теперь будет взгляд вернуть Украине то, что у них было, украинцев. Ну, то есть, типа, вернуть уже потерянный ресурс, чтобы можно было что-то делать. Именно причем украинцев, которые не будут гиперпатриотами, а здоровую нацию с представлениями о развитии государства. Но это будет, конечно, сложно сделать. Просто с некоторыми из свободовцев я в каких-то моментах согласен, потому что у них есть хорошие идеи, правда, реализация их довольно токсичная. А мы забываем о людях по одной простой причине. Потому что чем больше мы внимания сейчас уделим вот этой ситуации, тем быстрее закончатся пытки над людьми. Все хотят переключить внимание сейчас. Да, вот сейчас там Алибaba, давайте лучше подумаем о людях. Вот нет электричества, давайте подумаем о этом. Не-не-не, давайте мы подумаем сейчас об этом. Мы добьем эту гидру, и мы остановим процесс войны. Ведь, Александр, ну что самое главное? Просто закончить хотя бы войну. Просто чтобы люди перестали умирать. Я не говорю о том, что там как-то сейчас что-то делить, убедить в том, нужен ли русский язык или не нужен. Я говорю о том, чтобы люди должны перестать умирать. Вот как только перестанут люди умирать, у людей появится возможность посмотреть на эту ситуацию здраво, потому что сейчас большая часть здорового населения, психически здорового населения, насильственно мобилизуется, часть сидит дома, запуганы. Некоторые, кто выехал, никогда уже не вернутся. Некоторые, которые выехали, ждут, когда это закончится. Но основной задачей является закончить эту агонию. Закончить эту агонию можно только путем демонстрации того, что Алибаба, малыши и все остальные, они, собственно говоря, не имеют сейчас уже никакого... Это жертвы. Их будут догонять и добивать. Их никто просто так не отпустит. Их не отпустят даже свои, в том числе свободовцы. Уже никто им не даст такой возможности. Слишком много людей умерло. Просто так, в тупую. Это не акт защиты государства был, потому что акт сдачи государства, передачи денег России, вот эти схемы с Миндичем, со всеми остальными. То есть это полное пренебрежение, неуважение и сотрудничество с врагом для них. То есть они, свободовцы это будут понимать, не простят. И не простит народ. Не простит народ. Будут помнить, будут довольно токсичными. Сейчас уже даже самые упоротые патриоты, вот самые такие, знаете, которые лишены критического зрения, вот точки зрения, нет у них взглядов критических. Мышление ригидное, не гибкое, как у стариков. И все равно говорят, какого черта происходит. Потому хорошо, что фокус внимания на Алибабе. Этому не надо давать возможности утихнуть, потому что если это затихнет, замолкнет, мы потеряем динамику разрушения. Динамика разрушения должна быть неукоснительной, и она должна быть очень поступательной. Каждая открытая пасть среди властимущих дает повод набу сказать, ты еще что сказал? Глянь, что у нас есть. Я не потому, что смотри, а теперь еще есть вот это. И в этот момент уже, собственно говоря, мне нравится аналогия со стрелой. Вот само расследование, которое сейчас вот опубликовали, это стрела, выпущенная в ногу. Но стрела, выпущенная в ногу, не основная проблема. Вытащить эту стрелу, хоть острием, хоть через перья, будет колоссально невыносимо больно. И, скорее всего, этот пациент, собственно говоря, скончается. Не выдержит вытаскивания этой стрелы, потому что мало того, что стрела отравленная, так еще и люди, которые будут вытаскивать, не очень сильно любят человека, в которого эта стрела попала. Хорошая аналогия, однако я вот здесь хочу не то, что не согласиться, не то, что поспорить, подискутировать. Вот вы же говорите, люди, нельзя там... Ну, можно с вами согласиться, да, действительно. Однако тут есть, опять как у богатыря перед камнем. Там, направо пойдешь, налево пойдешь. Война-то не останавливается. Порошенко не просто так блокирует трибуну, даже во время воздушной тревоги.
Значит, не просто так вот эта вся история с давайте кабинет министров, народного единства, коалицию, вперед, давайте всех, в общем, выгоним. Это бурление, понимаете, политическое, оно ведь тоже не просто так. Есть все предпосылки, что условно перестановки или вокруг Зеленского, или даже гипотетически Зеленского сбивают. Ну вот, это все варится, еще несколько таких ударов по кумполу от НАБУ, конкретными медийных ударов, я имею в виду конкретными там. Зеленского уже упоминали в пленках, его там немножко звездочками поставили, а то конкретному голосу слышим. Это будет вообще просто, это Песня. будет, можно будет не встать после такого удара. И, допустим, его снимают, так приходит кто? Тот, кто будет воевать правильно. Тот, кто будет вот этих людей опять соберет, сгребет до кучи, пересчитает по головам и еще половинку на фронт отправит. Тех, кто будет вот это догонять и преследовать предыдущих, да, люди будут на это смотреть и аплодировать, как там хватают Шефира, хватают там вот этих всех помощников. Баканова можно, кстати, найти, еще тоже интересный человек, то есть возглавлял СБУ во время вторжения и тихонечко в лес ушел в адвокатскую деятельность, понимаете? Друг Зеленского. И их всех можно, а параллельным курсом мясорубка будет продолжаться. И людям не надо обольщаться, потому что вот эти там воюющие или отвоевавшие уже по студиям ветераны говорят иногда лютейшую историю. Вот те люди, которых вы перечисляли, сидят дома, боятся, уехали, так они обязаны платить всю жизнь военным. Вот говорит ТРОшник Сосновский. В общем, очень такая у него звучная под это дело фамілія. Там Бог з ними тим, що вони втікають, але вони тоді повинні до кінця своїх днів утримувати тих ветеранів, скажімо так, поранених, там, інвалідів. Хай кашлять, хай копійкою це все компенсовують. Тільки такою, щоб їм хватало там на хліб і на воду. Пускай платят. Всех побрить. Все должны там, и много таких идей, да, пожизненный сбор, не служил, плати. То, что люди абсолютно отбитые не понимают, что государство это всегда плати, всегда. Потому что налоги, потому что то, что мы вместе содержим это государство, то, что это в сторону, мол, ответ простой у военных. Так я тоже плачу налоги со своей зарплаты. Так а с каких денег ты ее получаешь, ту зарплату? Короче, неважно. Важно нацепить на тебя клеймо ухилянта, сбежавшего, уехавшего, плохого украинца, украинца, которого будут стричь. Кто? Вот эти, которые заслужили. Поэтому перспективка такая у нас вырисовывается, даже после этого политического скандала, специфическая. Хорошо, что вы сказали, что это повод для дискуссии, такое поле для обсуждения, потому что я, например, с вами в этом могу не согласиться. Сейчас объясню почему. Большая часть активности на фронте и мотивации двигаться туда была у людей связана с поддержкой со стороны власти. Боннефтик, как говорится, да. В какой-то момент, давайте посмотрим правде в глаза, это очень сильно сработало. История Боннефтик, вот она поддержала, люди пошли, поддержали, собственно говоря, и президент и так далее. Когда власть полностью рушится, идея о том, за что они борются, теряется, потому что бороться за территорию людям не интересно. Те вояки, которые заинтересованы всю жизнь воевать, потому что у них нет альтернативы, у них нет. Это не какие-то суперученые, не гениальные врачи, не бизнесмены. Есть бизнесмены, которые ушли там воевать на фронт, но они все равно захотят вернуться к бизнесу. Таких людей я знаю. Для них война – это метод решения проблемы безвыходности, в которой они оказываются. Но когда станет ясно, что вот эта вот власть всех подвела, но новую власть люди не поведутся не потому, что люди станут резко умнее, а знаете почему? Потому что сбита динамика. Есть понятие динамики подчинения. Динамика подчинения предусматривает необходимость держать в тонусе народ так долго, как это будет возможно, в однотипном давлении. Потому во время, когда был Третий рейх, в концлагерях, казалось бы, можно вводить в больший стресс пленных, сбивая им режим. Нет, их режим должен быть стабильным, потому что при стабильном режиме теряется надежда на смену событий. И вот что происходит. Сейчас вот этот стабильный режим, он сбивается. И как только он сбивается, у людей появляется возможность поднять голову и сказать, а нахрена я это все делал?
Какой был в этом какой-то смысл? Нет. И получится вот что. Люди будут демотивированы, новые мобилизовываться не будут. Начнется колоссальный, а это я точно знаю, и я буду с большим удовольствием, я буду брать попкорн, смотреть эти видео в интернете, будет колоссальный самосуд над ТЦКшниками, потому что этих людей никто не отпустит, если они не успеют уехать. Лучше бы им, конечно, уехать, но будет самосуд над ТЦКшниками, над СБУшниками, близких, которых там все знают, кто будет вообще, до кого можно будет дотянуться, до правоохранительных органов, которые нарушали закон. А теперь самое интересное, вот эти вот ребята, Сосун или как его, кто он там был, в общем, он говорит, мало того, что антиконституционную вещь, то и видно, что человек не имеет, может, я не знаю, в лучшем случае 9 классов образования, человек совсем не понимает, как работает экономическая составляющая. И он не знает, что такое международное право, он не знает, что такое суд по правам человека. Человек просто, это популизм, он просто городит чушь. Давайте забирать у них у всех деньги, отдавать военным, там, пораненным и так далее. Но если твой смысл воевать был основан на том, чтобы кто-то потом жертвовал чем-то, тогда твоя война не является благой. То есть ты не являешься положительным представителем своей нации, который воевал за идею. Ты воевал за деньги. То есть и тебя обманули не вот эти люди, которые не пошли воевать. Тебя обманули люди, которые, собственно, у власти. Поэтому лучшим вариантом было бы, если бы вот этот вот непримененный интеллектом мужчина сказал следующее. Лишить всех имуществ, благ и все, что вообще было нажито основной веткой политики во время военного положения, во время войны, лишить этого всего, все эти активы просто включить в бюджет для выплаты для военных. Вот это было бы логично. То есть перекладывается ответственность на людей, которые не пострадали, там выжили каким-то образом, чудом не пошли воевать, успели уехать, на мирняк, то есть на мирных граждан перекладывается. Я же говорю, тут налицо полное отсутствие интеллекта и знания того, как работает экономика, международное право. Это просто форменный дебил, который рассказывает о том, как нужно управлять. Это, знаете, мужик с пузом, который говорит о том, как нужно играть в футбол Криштиану Роналду. Это точно такой же пример. И этих маргиналов, как никто не любил, так любить не будут. Они вызывают в лучшем случае жалость, а в подавляющем большинстве просто непонимание и вызывают вот это, знаете, молодежное ощущение кринж. Вот когда ты смотришь на это и думаешь, боже, зачем ты вообще разговариваешь? Но кринж становится нормой, и вот эти, люди с пузом становятся героями нашего времени. Я помню, как... Среди маргиналов. Нет, я помню, как национальными чуть ли героями не становились. Расходились во время 22 году, когда вот эти солдаты шли по Украине, взошла звезда Золкина, да? Он с ними общался. Он с ними... Причем, смотрите, тут же есть все правила общения. Вот правила, да, там с людьми, которые попадают в плен при боевых действиях. Войны никто никому не объявлял, но, тем не менее, правила должны соблюдаться. А украинской стороне нужен же был пиар-эффект, и он его добивался. Они там родным звонили, в общем. Понятно, что они попадали там, куда попадешь. Всякие бывают родные, у всяких. И в Украине, кстати, и в России там. И когда там и так смеялись о том, как не могли, собственно... нормально, адекватно реагировать. И вот он вышел, и вот у него он уже прям человек-эпоха. Он там ведет какую-то передачу, и у него берут интервью. Интервью, кстати, очень интересно. Давайте посмотрим фрагмент. Он говорит о бусификации. Вот затронули эту тему, бусификацию. Ходит бусификация. Да, действительно, есть некоторые нарушения со стороны сотрудников. Есть случаи, действительно, которые зафиксированы на видео. Вот только есть один нюанс. Эти видео по кругу гоняются Роспропагандой по всем пабликам, по всем соцсетям. И там, где был один случай, там, где вот военные побили, да, какого-то вот гражданского вроде как, да, там же не попало на видео, как этот гражданский подошел, как он с ними общался, как он пытался бросаться с кулаками, да, там записано и показано конкретно это. И есть одна проблема. Люди, вообще такие существа, в большинстве своем, которые воевать не сильно хотят. Значит, смотрите, понятно, что это не потому, что там какое-то отношение к Золкину, нет, это вот в любом случае, да, вы все понимают, о чем идет речь. Вот то, что мы сейчас пронаблюдали, вот этот кусочек, это вот испражнение чужого сознания.
То есть, да, бывают случаи, но на видео нет, как там, может, он с кулаками бросался. Ну, вот идут, например, там эти ТЦКшники, на них кто-то с кулаками бросается, а смотрят или снимают это с момента, когда запаковывают и запихают в бус. Понимаете? Ну, то есть, абсолютная ложь, манипуляция, оправдание, но тут... Понятно, почему он так говорит, понятно, все это понятно. И это мы уже привыкли, эту лапшу, я думаю, что многие уже снимают с ушей, особенно там Роспропаганда, а Укрпропаганда, то есть, ну опять-таки, да, не будем заходить в эту тему. Зайдем в другую. Ну, если захотите, прокомментируйте, но зайдем в другую. Он говорит о людях. Люди – такие существа, которые не хотят воевать. Продолжает Золкин. Так. Это природа. И одни люди понимают свою гражданскую ответственность, а другие не понимают свою гражданскую ответственность. Я бы посмотрел, как бы это происходило в любой стране Европы, например. Вот все бы побежали бы сразу же в военкоматы. Или тоже были бы такие люди. Я думаю, что были бы такие люди. Я думаю, что они были в Первую мировую войну. Я думаю, что они были во Вторую мировую войну. Но когда россияне говорят про русификацию, да, и про то, что она такая прямо у нас сильно массовая, то я вам хочу сказать, что есть просто часть граждан, которые просто не стали на учет. Если ты пришел и стал на учет в военкомат, тебя никто пальцем не тронет. А если ты живешь в государстве, идет война, идет убийство людей, и ее нужно защищать, но при этом ты считаешь, что это должен делать кто-то другой, а ты даже на учет не можешь пойти стать, то да, скорее всего, тебя остановят на улице, проверят документы, которых у тебя не будет, и посадят тебя в бусик для соответствующих дальнейших проверок. Но есть сопротивление такого рода мобилизации в Украине? Ирин, было, есть и будет. Есть люди, которые боятся, есть люди, которые бегут, есть люди, у которых вообще нет ощущения дома. Есть люди, которым придут домой, скажут, эта комната теперь моя, они скажут, хорошо, только не трогай меня, я закроюсь в этой комнате. А есть люди, которые будут отстаивать это. Благо в Украине подавляющее большинство людей, которые все-таки на несправедливость реагируют не попыткой спрятаться, а попыткой защититься. Значит, это очень интересно. Вот именно с вами, как с профессионалом, эти рассуждения разобрать. Ну, тут два таких основных момента, да, это встань на учет, и все будет хорошо. И второй, всегда есть люди, которые там к тебе вломились в квартиру, ты закроешься в этой комнате, делайте, что хотите, но сюда как бы не лезьте. Это вот так такой срез украинского общества демонстрирует. Он еще использует такой метод, который называется безальтернативный вариант, когда есть люди, вот он очень такую вещь сказал, на которую надо обратить внимание. Он сказал, люди хотят, чтобы страну кто-то отвоевал, а сами воевать не хотят. Да с чего он взял? Согласно последним опросам, люди говорят, войну нужно заканчивать уже по любой линии фронта. То есть, понимаете, он использует ложную информацию. При этом он тоже прибегает еще и к ложной дихотомии. Люди либо хотят, либо не хотят. У людей, у многих вообще может и не быть представлений по этому поводу. Когда он говорит по поводу стать на учет, и тебя никто не будет трогать, это ложь. Даже инвалидов, людей, имеющих серьезные диагнозы, людей, больных СПИДом, людей с раком сейчас тоже насильственно мобилизуют. Я приведу примеры, это многочисленные примеры, когда вот под Киевом насильственно прям именно русифицировали мужчину, он говорит, у меня рак там на 3-й стадии. В общем, его мобилизировали, его из учебки отправили домой, чтобы он прошел химиотерапию, сказать, после химиотерапии вернешься назад. Эти случаи документируются, это все сохраняется, это все отдается потом в Международный суд по правам человека. Сейчас мы не можем, потому что, естественно, мы отступили от многих прав человека, но закончится ж война, и вот эти Золкины, они будут, за такие слова можно будет потом и с ними как бы и расправляться, то есть судиться, потому что это провокаторы, и это инициаторы. Так было после победы над Третьим рейхом, когда и идеологи, которые, по сути, просто пропагандировали эту историю, тоже попали под суд. Поэтому нужно учитывать, и прежде чем открывать свой рот, рассказывать о том, кто и как должен умирать, ну, идеально было бы, если бы Золкин пошел и показал своим примером. Очень правильно. А он не может, он судим. Он убил человека, будучи ментом по пьяни, и его не берут. Ну, это не останавливает тебя от смерти. Иди умри уже в конце на войне, покажи, что как надо. Он же мог бы уже пойти показать.
А мы бы ему все скинулись на броник. Я думаю, мы бы с вами смогли собрать деньги. А на Броник бронежилет. бы контракт умеров подписал. Обязательно. Вот И- именно вот этот вот броник, кстати, да. Да, вот именно этот Броник. Вы знаете, так везде, получается, сует свое жало, собственно, государство. И нам очень много таких подмен предоставляют в последнее время. Значит, казалось бы, тема заезженная. Глоток адекватности был у нового мовного омбудсмена. Ну, да, о том, что говорит, смотрите, на русском языке песни слушать можно. Нельзя там именно, чтобы граждане России, короче, в общем, такие условности, да, были. Но, тем не менее, как бы все идет, как каток идет. Но доходит до смешного. Я, если честно, никогда не связывал украинский язык, украинский, ну там, Украину в целом Украину, например, с телеграммом о том, чтобы его запретить. Ивановская, мовный омбудсмен, вот заявляет, говорит, надо, во-первых, говорит, что каждый должен в себе выработать вот эту внутреннюю мотивацию, переходить на украинском говорить. Это прям очень важно. То есть ты должен, ты что тут сидишь? Давай вырабатывай внутреннюю мотивацию. Это твой долг. Это смешно. Это раз. Но Телеграм надо закрывать. Надо закрывать, потому что мы погубим не просто там український язик, Україну погубим. Щоб позбутися з цього засилля російської мови серед підлітків, чи допомогло б у цій ситуації блокування соцмереж? Наприклад, про те, щоб заблокувати Телеграм, політики вже говорять дуже довго, але ніхто на цей крок не наважується. Як ви думаєте? То есть, смотрите, постановка вопроса даже журналистам специфическая. Значит, чтобы подростки, это же основной триггер, подростки, там, в общем, статистика вышла, социология, статистика, что подростки все равно по-русски говорят. Они писать не умеют, потому что их никто не учит писать, ну, поотменяли все на свете. Но, ну да, ну то есть, ну говорят. И он говорит, а вот надо как-то вот, чтобы подростки взять, брать и закрывать Телеграм. И что отвечает Ивановская? Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Ну, дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, ну, в принципі, інакше і не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде. Значит, смотрите, украинская Украина по-другому не будет. А если это будет какая-то территория как-то называться, то это Украины не будет. То есть мы видим, как она выносит в таком абсолютном вопросе, да, поставленном таком, ну, специфическим образом поставлен вопрос, но тем не менее, она еще дальше загоняет вот эту рамку. Ну вот опять-таки в нормальных странах, в разных странах есть там, ну, и это практикуется и будет практиковаться, когда в мессенджеры нельзя будет зайти, там, если тебе нет 16. Ну, там, это уже прорабатываются эти все моменты. Понятно, это все обходится, но тем не менее. Вопрос-то был про соцсети, а он говорит, да, надо запрещать, иначе Украины не будет. В смысле? Судьба Украины от Телеграма зависит? Во-первых, если не будет Телеграма, возникает вопрос, как будут популисты от власти расталкивать свои, собственно говоря, брошюрки. И сейчас основной элемент управления над массами как раз благодаря... Вообще единственная причина, почему еще все это продолжается, в том числе война, это тоже в том числе и Телеграм. Потому ей невыгодно рекомендовать отказаться от Телеграма. Мы когда-то говорили с вами про такое явление, как спираль молчания. И вот эта спираль молчания, она закрутилась благодаря Телеграмму, потому что можно было публиковать, потому что подконтрольные средства массовой информации и псевдосвободные средства массовой информации, они толкают такое количество информации, поддерживающей управленцев, государственный строй, что перебить это здравой информацией просто невозможно. Это мы еще говорили про закон асимметрии чуши. То сказанная чушь требует вдвое или втрое больше усилий для того, чтобы ее опровергнуть, какая бы тупая эта чушь ни была. И нет ресурсов у людей, люди бы не могли с этим бороться. Важный еще такой момент, то что теория ограниченных эффектов говорит о том, что сам по себе Зеленский уже не смог бы поддерживать свою позицию без социальных сетей. Поэтому необходимо брать разных блогеров. Мы тоже это с вами обсуждали. Разных блогеров. Каждый блогер для своей аудитории на своем уровне должен объяснять, почему Зеленский молодец, почему мы должны идти умирать. А теперь ошибка в ее доводах.
есть такое понятие, как предпосылки. Ну, это то, что человек, собственно говоря, произносит и говорит. А есть допущение, это скрытый аргумент. В ее заявлении, что если мы хотим манипулятивно, очень манипулятивно, если мы хотим сохранить Украину, нам необходимо отказаться от Телеграма. Ну и, собственно говоря, многих других средств массовой информации. Предпосылка. Она говорит о том, что мы сохраним Украину только если откажемся от Телеграма. Или если мы хотим быть настоящими украинцами. А теперь допущение. Допущение. Свободные средства массовой информации лишают нас украинства. Вы поняли, в чем суть? И это называется, это люди, которые нас смотрят, нас, кстати, смотрят, я обратил внимание, многие люди, которые разбираются в философии, вот в философии есть такая дисциплина, как логика. Вот что есть, если А, то Б, если Б, то С. В ее вообще логика не бьется никак в словах. Получается, подождите, украинской Украины невозможно, скажем так, построить в свободном мире. Это по логике. Что значит украинская Украина? Украинская Украина. Потому что если будет не украинская Украина... Украинская Украина. Это цирк. Это просто, я не знаю. И понимаете, в чем дело? Люди, которые верят в это ж люди, специфического качества. Эти люди, скорее всего, особо там Телеграмом, наверное, и не умеют пользоваться. И глядя на это, он будет, почему не выберут молодую какую-то симпатичную девочку или какого-то спортивного парня бойца? Почему берут человека, который реально, ему уже пропуски на кладбище ставят? А она рассказывает о том, что нужно закрыть. Ты же не веришь в это. Она же точно пульт держит в пленке, понимаете? Она салфетку на телевизор ставит. То есть ты этим людям не веришь. Она потом скажет, что мастурбировать плохо. Ой, мастурбировал. И вся молодежь такая, наверное, надо отказаться. Вот такие омбудсмены, это ж нужно быть совсем глупым, такие омбудсмены демотивируют их слушать. Молодежь это слушает и говорит, старуха с ума сошла. И если бы не Телеграм, где бы мы это увидели? Вы знаете, я хотел бы с вами, этого нет в телеграммах, хотел бы с вами в финале, чтобы вы дали короткий комментарий, или какой получится, потому что это вопиющая история. Так мы про старость заговорили, но мы так в более ироническом ключе, а на самом деле беда же, тяжелейшая ситуация. И когда вот это вот все там Алибаба, Карлсоны, так, чтобы закольцевать наш сегодняшний разговор, мне приходит письмо. С вашего позволения я его зачитаю, а вы дадите комментарий. Значит, письмо следующего содержания. Александр, приветствую. Не так давно уволилась из дома престарелых, потому что больше не могла терпеть беззаконие, которое там творится. До этого я работала в аналогичных учреждениях в Харьковской области и никогда с подобным не сталкивалась. Сейчас же уволилась я из гериатрического дома милосердия имени святого целителя Пантелеймона. Это учреждение уже попадало в скандал, кажется, в апреле месяце этого года. Я родом не из Одессы, поэтому я ничего об этом не знала. А скандал был большой. Значит, руководство тогда закупало продукты по завышенным ценам. Причем по классике выигрывали тендеры на них родственники, друзья. При этом кормили старичков отвратительно. Не то, что просто невкусно, а очень скудно, явно самыми дешевыми продуктами. Еще средства гигиены и другие вещи, которые должны предоставляться учреждениям, заставляли покупать самостоятельно. Все это, конечно, продолжалось, и когда я устроилась туда, но пару месяцев назад ситуация сильно усугубилась. Там, как госучреждению, в котором ухаживают за незащищенной группой населения, специально выделили деньги на генераторы и обогреватели. И они тоже даже до нас доехали, и мы ими пользовались буквально пару недель, а потом они куда-то бесследно исчезли. Остались только какие-то старые, плохо работающие. Младший персонал, естественно, начал жаловаться на то, что так работать невозможно, но в руководстве ответили, что если не хотите нормальных условий, покупайте все за свои. Моему возмущению не было предела, вот как раз тогда я и узнала про весенний скандал от других работников, которые, к слову, вообще не были удивлены такой ситуацией. Тогда же начали ползти слухи, что генераторы и обогреватели разъехались по домам руководства. После этого я приняла решение уволиться. Я просто не могла смотреть, как страдают бабушки и дедушки, у многих из которых даже не осталось родственников или опекунов, чтобы забрать их домой или как-то защитить от этого преступного произвола отвратительнейших людей и руководства. У них просто нет другого выбора, как оставить
оставаться там, в не самых лучших условиях, потому что оказаться совсем без присмотра для них еще хуже. Многие из них просто смирились. Я же смириться не смогла, поэтому, когда уволилась без скандалов, объяснение причин. Насколько я была поражена, вымотана этой ситуацией, теперь я немного отошла и решила написать про это. Надеюсь, об этом безобразии узнает как можно больше людей. Это какой-то кошмар, издевательство на всех уровнях. Уже даже, знаете, люди пожилые не могут дожить свой век в нормальных условиях. Я не говорю о том, что там отключение света или еще что-то. В специальных, в гериатрических отделениях не могут нормально существовать. Вот, знаете, Александр, у меня возникает один вопрос к вам. Вот, мне хотелось бы, чтобы вы прям ответили. Это не риторический вопрос. Ваше честное мнение, должен ли заключенный в тюрьме, находясь в камере, защищать и отбивать тюрьму, на которую напали? Не должен, но он это делает, потому что там пайка. Вот. Мы приходим к тому, что единственная причина, почему люди продолжают как-то держаться, это просто потому, что они не знают, что есть альтернатива, что можно не находиться в тюрьме. То есть, что можно вот этот паноптикум превратить в что-то более человеческое. Но это ненормально, когда уже, слушайте, хорошо, молодых штормят, понимаю, взрослых штормят, понимаю, они платежеспособны, молодые, неплохой ресурс. Почему ребенок маленький должен стоять перед учебой и вот это вот перед в детском садике, в школе, в ранней школе, он должен минуту молчания? Почему ребенок должен знать об этом? Почему ребенок должен знать про то, что есть люди, которые умирают? После Второй мировой войны основным тезисом всех людей было, чтобы вы никогда не знали о войне. Помните эту историю? Всегда говорили, чтобы вы никогда не знали войны. Никто не рассказывал о войне. С ветеранами виделись, и все, что ветераны говорили, что война — это страшно. Вот и все. То есть старались минимизировать эту информацию. Разница какая? Что помнить подвиг, но как бы не войну. Тут как бы да. Это очень важно. Подвиг надо помнить. Вот. А тут совершенно другая идея. Помните страдания, вы должны помнить, что вы не можете спокойно передвигаться. В Украине, как говорится, как говорил великий украинский поэт, в Украине нельзя дышать просто бесплатно, просто так. То есть, ничего нельзя. И теперь еще и пожилые люди, у которых не так много осталось времени, они живут достаточно некачественную жизнь. Так хоть будь они дома, будь они в гериатрическом отделении. И я все пытаюсь понять. Вот люди, которые мотивированы продолжать войну, пытаться отбить до границ 91 года, они будут проходить специфические диагностические какие-то центры. Нужно же как-то диагностировать, то есть нужно же как-то все-таки валидизировать их психические расстройства или там отсутствие критического мышления. Те границы 91 года мы не можем в тех границах, в которых мы сейчас находимся, это даже меньше границы, чем были, мы не можем сохранить качество жизни людей, которые вообще никак не могут повлиять на ситуацию. Что вы хотите еще отнять у пенсионера? Пенсию? А вы уже отняли. Качество жизни? Его не было. Вы просто усугубили ситуацию. Я не понимаю, почему именно это возмущает. Это вызывает такое, знаете, желание мстить власти. Хочется просто, чтобы они ощутили, что переживали пожилые люди, которые потеряли своих 2 сыновей, например, там сбили сына и дочь, и остались одни, чтобы они осознали эту проблему, поколенческую проблему, когда подросток вынужден имитировать интерес к государству, хотя это не его работа. В таком возрасте у него должен быть интерес к себе и к развитию. Государство не может развиваться на фоне интереса к государству. Государство может развиваться на фоне интереса платежеспособной личности к своему делу, потому что если он не будет зарабатывать, не будет экономики. То есть получается так, что умных людей всех, кто может хоть что-то высказать, который может иметь свою позицию, образованных людей с интересными взглядами и способных интеллектуально отстоять свою точку зрения, всех под санкции переблокировали, невозможно ничего смотреть.
А клинический дебил – это не оскорбление, это диагноз. Клинический дебил рассказывает о том, что нужно у всех отнять, чтобы они пожизненно что-то там платили. Сидит просто такой мужик, у которого полное отсутствие понимания работы экономической системы, и рассказывает об этом. Очень хочется, чтобы все-таки у людей как-то появлялась какая-то критика. И сегодня вот даже вот на нескольких примерах мы с Александром показали, как нужно разбирать то, что говорится. Всегда вспоминайте. Человек вот Разумков говорит, вы там сделали что-то. Вы это кто? Может, мы сделали плохо? И вот если бы он сказал, мы голосовали, давайте вспомним, под чьим давлением. И теперь мы не повторим этого. Это хороший тезис. Это слышно, умные люди это слышат. Вот эта женщина говорит, чтобы Украина существовала, нужно закрыть Телеграм. Тут ложная предпосылка. Тут ложная предпосылка, не бьется логика. Следовательно, свободная страна не может быть свободной и национальной при условии свободы слова. В чем смысл? Я не хочу жить в стране, какая бы она ни была национальная, и что бы это ни была страна, если там нет свободы слова. В общем, хотелось бы, чтобы люди как-то критически мыслили, и мне кажется, вот эти эфиры должны давать людям возможность посмотреть на ситуацию иначе. Научитесь разбирать тезисы. Вы смотрите все, и вы просто возмущаетесь. А вы смотрите, анализируйте и возмущайтесь с умом. Для этого существуют каналы, которые дают вам возможность посмотреть иначе. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Напишите в комментариях, что думаете. Спартак, благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.